Снова Android магнитолы нового поколения Jansun. Рассмотрим одно меню, которое в принципе трогать особо нельзя, но часто в него залазит. Ну, расскажу, что можно трогать, что нельзя. Это меню разработчика, о нем вы знаете, в Android оно имеется. Чтобы в него зайти в любом Android, нужно найти номер сборки, нажать 3 раза, и вы становитесь разработчиком. Появляется дополнительное меню. Теперь смотрим, что оно может делать. Ну, понятно, что разные отчеты, пароли и так далее. Но можно, вот, например, появилась опция не выключать экран во время зарядки, экран будет всегда включен. То есть это означает, что не будет уходить в ждущий режим никогда магнитола. Здесь у нас есть возможность проверить, какие работающие приложения. Но главное, мы можем здесь включить цветной режим подсветок вот этих вот кнопок, которые сбоку. И по умолчанию он выключен. То есть он включен только в одном цвете. Дальше мы можем здесь посмотреть вот этот вот сервис, который используется для Android. Есть вот такая опция автоматическое обновление системы. Я рекомендую не включать никогда, потому что обновление системы здесь немножко работает не так, как надо. Есть вот такой интерфейс системы. Вы можете выбрать ночной режим и дневной режим, и по времени будет определять, сама переключать. Что-то типа приближения цвета, автонастройка подсветки экрана. Элементы в быстрых настройках — это то, что появится у вас сверху. Здесь, конечно, можно многое пооткрывать, но некоторые вещи лучше не трогать, потому что вернуться назад будет невозможно. Например, как анимация окон. Вот как анимация окон и тому подобное. Вернуться назад будет проблематично, только нужно будет прошивать. Отладка по USB только для профессионалов. Отчеты об ошибке тоже. Так, частота, проверка атрибутов, приложение для отладки не трогаем, хранить данные. Вот такая вот есть опция. Как видите, это у нас настройки отдельных систем, чтобы они появились в меню и выводились специально на дисплей. Вот такую это в принципе можно. Так, отладка графического процессора тоже лучше не трогать. Ну, как бы можно включить, посмотреть. Беспроводной монитор можно включить. Журнал Wi-Fi неинтересно. Аппаратное ускорение тоже. Конфигурация USB по умолчанию. Показывать устройство Bluetooth без названия. Абсолютный уровень громкости вы можете отключить. Версию Bluetooth, кстати, можно выбирать. Дальше аудиокодек для передачи через Bluetooth. Это когда у вас плохо работает, например, разговор через телефон по Bluetooth, то можно вот здесь попробовать выбрать какие-то частоты. Другие, например, возможно, с этим это связано. Глубину кодировки для Bluetooth, режим каналов для Bluetooth. И исправить эту проблему. Например, сделать ее моно, и тогда звук разговора будет намного приятнее. Ну, более четкий, не будет пропадать. Так, это у нас воспроизведение звуков. Если вы воспроизводите через Bluetooth и вам не нравится качество, можно поиграться с этим вот меню. Но также можно увеличить количество устройств, подключенных по Bluetooth. Можно сделать их 1, 2, 3, 4 до 5. Так, визуальный отклик. Вот это как раз лучше не трогать. Отображать касание можно, это будет появляться у вас места нажатия. Ну, в принципе можно, но будет оставаться след при нажатии. Вот, например, видите, вот. Так. И так далее. Отрисовка. Вот это вот никогда не трогайте, потому что здесь происходит потом с экрана все, что только возможно. Единственное, что длительность анимации вы можете поменять, это нормально. Переходы, скорость меняем. Иногда люди сюда лезут, выбирают скорость перехода в другую, после чего начинает типа магнитола тормозить сильно, но на самом деле это просто вы сами выставили скорость перехода. Эмуляция дополнительных экранов никогда не трогайте. Минимальная ширина, очень сложно сказать, какие могут быть последствия, потому что потом вы не можете управлять сенсором. Дальше. Отладка наложений никогда. Забудьте об этой опции.
Так, ну здесь имитировать аномалию также не нужно. Так, подсвечивать экран. Ну, в принципе, нормально во время длительных операций. Отключить передачу аудио через USB. То есть иногда эта опция стоит и у вас не работает флешка. Это как раз в этом причина. Так. Так, лимит, фоновая проверка. Все это стандартное. Разрешить сохранение на внешнем накопителе. Тоже видите, как в принципе это нужно сделать. То, что ожидает. Ну вот, в принципе, вот такое вот меню для разработчиков. Но должны помнить, если вы плохо в этом понимаете,